В 28-м туре английские аутсайдеры взбесились. Норвич нанес поражение третьей команде таблицы Лестеру, который растянул свою безвыигрышную серию до 5 игр, 3 поражения и 2 ничьи. Отметим, что Норвич впервые забил за последние 4 игры. Напомню, что канарейки выстояли и в первом матче, который состоялся около 2 месяцев назад, 1-1. Брайтон уступил Кристал Пэласу, который расправил крылья и выиграл второй раз подряд. Замечу, что единственный гол был забит также на 70-й минуте. А вот чайки продолжают кружить, мечтая о первой победе в этом году. Последний раз клуб праздновал триумф еще над Бормутом в конце декабря. Победил еще один неудачник. Вест Хэм наколотил 3 мяча в игре с Саутгемптоном 3-1. Лондонцы прерывали свою линию в чемпионате из 7 матчей без побед. Последним клубом, который обыгрывал до этого Вест Хэм, был по случайному стечению обстоятельств также Бормут. Еще один аутсайдер поставил в непристойное положение Челси. Это Бормут заставил столичный клуб отыгрываться в итоге 2-2. Интересно было узнать, что 17 матчей в этом сезоне завершились таким же счетом. Челси в гостях не побеждает уже 4 тура к ряду. Марко Алонсо сделал дубль и спас аристократов от разорения на очки, забив в конце игры. Для Челси это неудобный соперник, потому что в первый раз они уступили на своем поле 0-1. Ньюкасл и Бернли не забивали 0-0. Сороки увеличили свою домашнюю беспроигрышную серию до 5 поединков, 3 ничьи и 2 победы. Дальше бордовых ждут сложные матчи с Тоттенхэмом и Манчестером Сити, а также с грозным Уотфордом, натворившим дел в этом туре. Если бы вам сказали еще неделю назад, что Уотфорд разгромит Ливерпуль, как бы вы отреагировали? Это не сон, Ливерпуль с сильнейшим составом помог шершням выбраться с 1-0-3. Исмаил Ассар сделал себе имя, на его счету 2 гола и пас. Клоповцы остановились на отметке в 44 тура без поражений в английских лигах. Последний раз Уотфорд побеждал Ливерпуль ровно 5 лет назад. Здесь же с таким же счетом. Что касается премьер-лиги, то аутсайдер впервые выиграл за последние 1,5 месяца. 2 игры этого тура были отложены из-за финала Кубка английской лиги. В нем встретятся Манчестер Сити и Астон Вилла. В следующей игре сошлись команды, управляемые португальцами. Без ключевых игроков Сона и Кейна Тоттенхэм не сумел удержать победу 2-3 в пользу Вулверхэмптона. Напомню, что в прошлом сезоне на Уэмбли волки победили 3-1. Игры на выезде для Вулверхэмптона это не родная стихия. За последние 7 игр только 2-я победа. У шпор началась неудачная серия после поражения в Лиге чемпионов от Лейпцига, а затем от Челси. Эвертон, который с 2018 года не уступает МЮ, первым открыл счет, но матч завершился в ничью. Кальверт-Льюин заколотил свой 13-й гол в АПЛ, а новичок манкунианцев Бруно Фернандеш отличился уже в 3-й игре к ряду. Манчестер продлил свою серию до 8 матчей, 5 побед и 3 ничьи. Расписание ближайших игр. 7 марта Ливерпуль примет другого распустившегося аутсайдера Бормут. Арсенал ждет лондонское дерби с Вест Хэмом, Кристал Пэлас, Уотфорд, Шеффилд, Норвич, Саутгемптон, Ньюкасл, Вулверхэмптон, Брайтон, Бернли, Тоттенхэм. 8 марта 2 большие игры: Челси, Эвертон и дерби 2 Манчестеров. На понедельник назначили матч между Лестер Сити и Астон Виллой. Абамейянг и Джейми Варди имеют по 17 мячей в своем активе. У Агуэро 16 голов, но игра в запасе. Инкс и Салах имеют по 15. Де Брюйне, видимо, выиграет гонку бомбардиров. У него 16 пасов, у Трента Александра-Арнолда 12. Лидер чемпионата потерпел первое поражение в сезоне и впервые за 2,5 месяца пропустил более 3 мячей в собственные ворота. Напомню, Ливерпуль вылетел из Кубка Лиги со счетом 0-5 от Астон Виллы. Казалось бы, мелкая деталь, а приятно. Ливерпуль обеспечил себе место на следующий сезон уже в Лиге чемпионов. Отрыв Манчестера Сити от Лестера составляет уже 7 очков, но может увеличиться, так как у горожан игра в запасе. Лисы теряют под конец сезона силы. На расстоянии 5 баллов от них находится Челси. Дальше запутанная ситуация, которая меняется с каждым туром. Главными претендентами на Еврокубки являются Тоттенхэм, МЮ, Вулверхэмптон, Шеффилд. Не будем списывать со счетов освободившегося от Лиги Европы Арсенал и Эвертон. Уотфорд поднялся на 17 место, 27 очков. Столько же имеет Вест Хэм и Бормут. Вся троица набрала очки в этом туре. Астон Вилла не играла, а Норвич заслужил свою 5-ю победу за 28 туров. Если данная информация была полезна и интересной, ставьте лайк. Смотрите ролик на спортивном, посвященный таблице стран УЕФА. Не прощаемся.